Мне даже страшновато сейчас это говорить тоже вслух. Но я скажу, потому что я так думаю. Россия — страна расизма, причем неосознанного. Русский человек страдает всегда от нехватки субъектности. Знаете ли вы, какой был самый успешный фильм советского проката за всю историю советского проката? Путин — это как бы синдром, и симптомы — это часть нас. Автор умер, как и нам сообщил Алан Барт, давным-давно. А сейчас Балабанов реально умер. А Данила Багров живее всех живых. Люцифер, а это что такое? Не обращай внимания, это верующие, они сами так захотели. Этих-то людей косплеит нынешний руководитель Российской Федерации. Есть такой мыслитель российский Вячеслав Володин, один из моих любимых. Что-то плохое говорит или делает Мария Захарова, а стыдно нам. Дмитрий Медведев ведет свой твиттер, он натянул ушанку вот этого амплуа. Ну, это зеркало. Но зеркало непростое. Это увеличительное стекло. Does cinematography make anything happen? А что это день звеня лица? А что это день? Спится дремлется, худею, спится. Предлагаю поприветствовать нашего сегодняшнего гостя. Без вступительной речи, потому что я не думаю, что Антон Золин нуждается в какой-то биографической справке. Все чаще в последнее время биографическую справку мою поручают написать чату GPT, который все время выдумывает мне потрясающую библиографию. То есть у меня обычно книги, которых я не писал, но я, когда смотрю на их название, я думаю, вот это я мог бы, правда, что-то такое написать. И думаю, как эта фантазия вообще рождается. Это очень страшно про себя читать такое. Но посмотрим, после этой книжки, возможно, будет что-то Ещё- совсем неожиданное. Да, хочется верить. Да. Розыгрыш. Антон подписал экземпляр своей книги «Плохие русские». Условия розыгрыша следующие. Я попрошу вас под этим видео написать, какой фильм, на ваш взгляд, мог бы войти в книжку под названием «Хорошие русские». Антон выберет комментарий, который понравится ему больше всего, и мы пошлем автору этого комментария подписанную копию в любую точку мира или, возможно, даже за ее пределы. А сейчас я хотел бы попросить вас прочитать короткий фрагмент на ваш выбор. Я прочту из вступления. Оно называется «Пять вопросов самому себе». Я взял сам у себя интервью, пытаясь понять, зачем я вообще взялся писать эту книгу. С самого начала было понятно, что она очень сложная, триггерная, многих будет раздражать. Именно так и произошло. С одной стороны, кино не может повлиять ни на какие события. Остановить войну не в его силах, даже если лучшие режиссеры и продюсеры мира вдруг одновременно снимут и выпустят сильнейшие пацифистские драмы. С другой, Путин не раз говорил, что в КГБ пошел под влиянием советского шпионского сериала «Щит и меч». Недавно, отмечая юбилей другого многосерийного советского фильма о разведчиках «17 мгновений весны» Татьяны Леозновой, тонкого и умного, я задумался над тем, зашла бы нынешняя РФ в трагический тупик, если бы на роль благородного резидента Молчуна был выбран актер с меньшей харизмой, чем Вячеслав Тихонов. Ответственен ли Штирлиц, ролевая модель миллионов, за Путина? Оставлю этот вопрос без ответа. Как вы понимаете, ответ на этих примерно 500 страницах. Ответ будем искать в ходе сегодняшнего диалога. Первый вопрос будет такой достаточно огульный. Когда мы с вами обсуждали формат этой встречи, вы сказали, что книжку вашу могут читать люди, которые вообще ни одного фильма из тех, что вы обсуждаете в рамках этой книги, не смотрели. И что книжка вообще не про фильмы. О чем она, напрашивается вопрос? Ответ в названии. Дело в том, что для меня вообще довольно неинтересная тема, может, сейчас это очень саморазоблачительно прозвучит, обсуждать фильмы и решать, какие из них классные, какие плохие и чем они хороши. Когда читаешь рецензию, в которой написано на полном серьезе, что вот актерская работа очень хороша, а операторская вот недостаточно, монтаж, конечно, классный, но надо на 15 минут сократить. Я никогда не понимаю, зачем этот текст написан, зачем его читать. Мне кажется, фильмы, как для авторов фильмов, фильмы — это способ что-то сказать, не про то, что внутри фильма. Фильм — это способ говорения о чем-то. Так и мы, когда говорим и думаем о фильмах, мы говорим и думаем не о фильмах, а о чем-то другом. Фильмы — это язык, при помощи которых мы трактуем реальность. Или нереальность. Ну, впрочем, что есть реальность, тоже давайте не будем заходить глубоко в этот вопрос, но многие философы имеют разный как бы ответ
на него, отвечая уже совсем непосредственно на вопрос, о чем эта книга. Это книга об изменившемся мире, в котором мы, люди, говорящие, думающие по-русски, оказались после февраля 22 года. Здесь есть много таких специальных вежливых поправок. Война идет с 2014 года, где вы были 8 лет и прочее. Все это понятно, но очевидно, что для большинства русскоязычных людей, в том числе в Украине, я нарочно говорю русскоязычных, это опять же невежливая форма, вместо слова русские или россияне, а именно для русскоязычных людей, после февраля 22 года очень много изменилось. Вот, даже настаиваю на этом. Для тех, кто делает вид усиленно, что для них ничего не изменилось, для них тоже все изменилось. И я очень часто с этим феноменом самоотрицания сталкиваюсь, вот такого, как ни в чем не бывало, как бы, существования. Это всегда очень травматично и парадоксально выглядит со стороны. И мне кажется, что люди, чья работа это думать, и я в числе этих людей, это тоже, надеюсь, что вы не увидите в этом чего-то, какого-то самовосхваления, потому что вы не знаете, что я хорошо думаю или оригинально. Просто вот моя работа в мышлении и формулировке этого мышления на бумаге, либо вот как сейчас в устной форме. Они начали думать, что с нами произошло и что с этим делать. И вот мои мысли на эту тему, я их выразил при помощи тех фильмов, о которых написана эта книга. Для тех, кто не знает, это книга о коммерческом российском кино за последние 25 лет. Говоря проще, при правлении Владимира Путина. Это чисто хронологическая рамка. Не имеется в виду, что Путин пришел к власти и стал управлять кинематографом и командовать, какие фильмы надо снимать. Абсолютно нет. Но я думаю, что нравится нам это или нет, период, который сейчас проживает Россия, в истории останется как период правления Путина. И таким образом, этого нету в названии и подзаголовке, но в принципе это книга о кинематографе и вообще об эпохе путинизма. Об эпохе путинизма, о мышлении, об искусстве, о поведении в эпоху путинизма, выраженное через кинематограф. На самом деле я очень давно придумал что-то такое написать, но в России мне не хватило бы пороха. Вот эта вынужденная иммиграция здесь подхлестнула и помогла. Ну, я очень много плохого о себе узнал после того, как эту книгу написал и так ее назвал. В том числе то, что вот уехал в эмиграцию, сразу переобулся, стал об этом писать. На самом деле, естественно, это не так. И больше того, у меня есть книги гораздо менее мне дорогие, гораздо менее хорошие просто, потому что это компиляции. Но у меня есть 2 книги, изданные до войны, соответственно, в России издательством «Эксмо». Одна называется «Оттенки русского», где я пробую. Это компиляция из текстов, которые раньше публиковались. Но я пробую осмыслить по-разному, что такое вообще российский кинематограф, чем он болеет, к чему он стремится, чем он отличается от других кинематографов. А другая называется «Миражи советского», где я построил из фильмов, снятых уже в 21 веке в России, альтернативную историю СССР. От революции гражданской вплоть до 89-90 года, перестройки и конца СССР. Потому что в путинское время все время фильмы снимают о советском прошлом. По-разному, при помощи кино, пытаясь его осмыслять. То есть я уже об этом думал. На протяжении долгого времени, в особенности в последние 5 лет перед началом войны, что я был главным редактором журнала «Искусство и кино», я был защитником идеи того, что надо анализировать масс-культуру, а не писать и говорить больше. Потому что она гораздо более могущественная, чем те фильмы, о которых нам нравится думать и говорить. То есть, не знаю, «Брат», ладно, его действительно более-менее его осмыслили, о нем книги написаны и прочее. Или «Ночной дозор». Фильм «Елки». Про него ничего серьезного не написано. Фильм «Елки» видело гораздо больше людей, чем всю фильмографию Звягинцева вместе взятые. В нем, как в любом фильме, есть мысли, есть образы, они очень действенные. Иначе бы это не имело такого вирусного эффекта. Это не смотрели бы все. И таких фильмов очень много. Мышление — это один из способов обезопасить опасную вещь, осмыслить подсознательную вещь, да? И этого мышления было очень мало. Вот я 5 лет работал в искусстве кино и постоянно говорил, вот выходит, не знаю, там, Т-34, давайте напишем о нем. На что мне всегда отвечали, а у нас там все были, в общем, против Путина и прочее. Вполне была редакция такая либеральная. Говорили, давай не будем об этом писать. Я говорил, почему? И ответ всегда был один. Прежде всего, говорили мне, это плохое кино. И когда я услышал это в 100-й раз, я стал задумываться над тем, что такое плохое кино. Что такое плохое? Оно плохо сделано с точки зрения любителя там Сакурова. Что такое плохое? Оно достаточно хорошее. Не знаю, Макдональдс — это плохая еда?
Если мы задаем вопрос просто человеку, который ест еду, не диетологу. Плохая еда Макдональдс или хорошая? Вкусная или невкусная? Мы все понимаем сейчас, да, наверное, что это абсурдный вопрос. И то же самое с искусством, то же самое с кино. Нет никакого плохого и хорошего. Но популярное и непопулярное, конечно, есть. И, конечно, у популярного есть воздействие на людей. И есть 1000 способов проверить это воздействие, не замерить его с научной какой-то точностью, но все-таки как-то его осмыслить. И мне говорили, это плохие фильмы. И на самом деле первое протестное название проектной этой книги было «Плохие русские фильмы». После чего, когда я стал писать об этих фильмах, пересматривать эти фильмы, рассуждать их, я понял, что слово «фильмы» в принципе не нужно, тем более, как я сказал в самом начале этого своего нынешнего монолога, я писал не про кино и не про фильмы. Так и получилось, что эта книга как бы о нас всех. Если мы все говорим по-русски, вы понимаете, о чем говорю, значит, она о нас всех, и обо мне, естественно, в том числе. Я совершенно не выношу себя за эти скобки, хотя некоторое географическое вынесение себя за скобки, то есть нахождение вне России, очень мне помогло ее писать. Вы сказали, что кино, вне зависимости от его качества, так или иначе на нас влияет. И вот именно об этом подсознательном зачастую влиянии я хотел вас спросить. В одном интервью вы замечательно описали акт, значит, написания этой книжки как акт экзорцизма, то есть Да. своего рода изгнание какого-то злого духа русского шовинизма с той мыслью, что если про это написать, проработать, то этих злых духов можно каким-то образом из себя изгнать. Как эти механизмы, во-первых, проникновения злых духов через кино работают, и как устроен в вашем случае был этот процесс экзорцизма? Он очень болезненный, но очень оздоровляющий и вдохновляющий. Ну, потом, постфактум. Это как любое лечение. Экзорцизм — это лечение на самом деле. Вот, то есть больных людей, обычно из них изгоняли духов, и иногда это работало, как известно. Значит ли это, что в мире больше мистического, чем мы думаем, или что работает плацебо и внушение? Ну, как бы никто не знает. Я большой поклонник хорроров, и вообще мне кажется, что экзорцизм — это заслуживающий осмысления процесс, это процедура изгнания из человека зла. Мне кажется, что все мы, даже самые прагматичные из нас, мы все время думаем о том, что зло — это естественная часть человека, естественная часть, уж, конечно, любого общества, и тем более государства, и все время думаем о том, есть ли способы его изгнать. Мы ощущали и ощущаем все, извините за эту экстраполяцию, она, конечно, некорректна. Ну, я позволяю себе, а вы сможете со мной потом поспорить. Мы все ощущали не только чувство отвращения, гнева от начавшейся войны и всего, что с ней связано, всех форм холодной войны, усилившейся цензуры, диктатуры в России и прочее, 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 но и от себя самих. И это может быть связано много с чем. Это может быть связано с тем, что мы так или иначе чувствуем себя соучастниками этого. Это может быть связано с так называемым испанским стыдом, когда что-то плохое говорит или делает Мария Захарова, а стыдно нам. С этим ничего сделать невозможно. Мы очень часто говорим о стыде, надо ли стыдиться. Мне всегда эти разговоры кажутся абсурдными. Не может быть «надо стыдиться». Стыд — это чувство. Ты его испытываешь или нет? То же самое с коллективной или индивидуальной виной. Чувствуете ли вы вину за то, что Путин напал на Украину? Я чувствую. Но сколько угодно можно мне доказывать, что я тут ни при чем. Я просто ощущаю себя виноватым, когда это происходит. Ну, что делать? В то же время я знаю, как просто человек с некоторым жизненным опытом, что никого, кто не чувствует себя виноватым, завиноватить и пристыдить невозможно. Ни ребенка, ни собаку. Они умеют делать виноватое лицо, но это ничего не значит. То есть это идет изнутри или это не идет вообще? Вот. У меня было очень много этих чувств. У меня было чувство собственной беспомощности перед происходящим. И чувство участия моего в заговоре, конечно, было, потому что я жил, пока все ухудшалось в России, жил я довольно хорошо. И уже этого, на самом деле, достаточно. У меня были разные способы самоуспокоения, утешения, что я там выступаю все время в защиту там, политзаключенных, выступая против войны, никогда не написал ни про один фильм того, чего я о нем не думаю, всегда пишу то, что я думаю и говорю, что пошел на принцип дважды, потерял работу сначала на ВГТРК, потом на Первом канале, потому что мне было важно сказать и написать, что я думаю, хотя я знал, что есть риск потерять эту работу, ну и так далее и тому подобное. Но вот всего этого в эту секунду было недостаточно, и хотелось сделать что-то для себя важное. Я подумала, что, начав эту, с моей точки зрения, полезную работу по осмыслению того зла, которое с нами произошло и продолжает происходить, через ту дверь
которая для меня открыта, дверь кино, я открою эту дверь и каких-то демонов из себя тоже выпущу. Мне кажется, именно это и произошло. Я стал гораздо спокойнее, когда я дописал. Это была форма какой-то психотерапии тоже. Вот, хотя процесс был очень болезненным. Да, когда ты изгоняешь демона, тебе надо с ним разговаривать, его уговаривать, заклинать. Но я просто пересматривал бесконечно эти фильмы. Представьте себе смотреть там «Нашу Рашу» или там, даже фильмы «Квартета И», или тем более там военно-патриотические фильмы, фильм «Зоя», смотреть внимательно, что-то себе записывать, перематывать, опять пересматривать. Ну, это ужасно. Я писал это в городе Вашингтоне. Вот, в Вашингтоне, к счастью, есть гениальный кинотеатр в городке Сильвер-Спринг под Вашингтоном, Ди-Си, где такая синематека. Им управляет мой друг Тодд Хичкок, и они там показывают в 3 залах с утра до вечера, каждый день, даже будней, всякое старое классическое кино. И я утром смотрел что-нибудь плохое русское, потом писал сколько-то страниц, сколько получалось, и шел лечиться каким-нибудь Хичкоком или Касабланкой или чем-нибудь таким же хорошим и старым. И так постепенно из себя какую-то часть этих демонов я изгнал. Вообще, книга называется «Плохие русские». Конечно, это как бы немножко провокация, чуть-чуть шутка. Можно об этом говорить подробнее, можно не говорить. Но если говорить серьезнее, я считаю, что вообще-то эта книга это попытка сформулировать зло. Из чего оно состоит, как оно складывается, каково наше участие в нем, насколько оно пассивное или активное, насколько важно, когда это зло случается, осознаем ли мы свое участие в этом, и что мы делаем с ним, когда мы его осознаем, и если мы его осознаем. То есть эта книга для меня была вот этим поиском тоже. Я абсолютно убежден, что точно такое же исследование с похожими выводами, в этом я тоже не сомневаюсь, можно провести, если зайти вот в это же здание, в эту церковь как бы сатаны, извините меня за этот пафос, с другой двери. Можно, например, исследовать спортивную индустрию. Я думаю, что одну Сочинскую Олимпиаду можно было на таком же количестве страниц исследовать и понять про Путина все. Это как берут, ну, не про Путина коллективного, Путина с маленькой буквы. Речь не идет о Владимире Владимировиче Путине, как бы горе он вообще синим пламенем. Речь идет о каком-то более глобальном явлении. Путин — это как бы синдром, симптомы — это часть нас. Вот, и можно было зайти из двери поп-музыки или литературы, научно-фантастической литературы, как выяснилось. То есть можно взять любой из этих пластов, и если серьезно заняться этим исследованием, найти все то же самое, что нашел я. Понимаете, это как восстановление динозавра или мамонта по ДНК. Ты можешь взять кусок его хобота или хвоста, или ноги. Явление это большое. К разговору о мамонте, да, все знают, наверное, индийскую притчу о слепцах, которые пытались на ощупь понять слона. Это невозможно. Мне не хватило этих 500 страниц. На самом деле, изначально рукописи было, там, не знаю, 700 страниц. Я все время себя сокращал. И все равно это все не помещалось. Это очень большой объем и материала, и мыслей на самом деле. Ну, я себя усмирил, насколько получилось. Но в целом это все слон, конечно, слон в комнате, то, что с нами происходит. И вопрос, как там его ощупать? Ну вот я какую-то часть его хвоста ощупал здесь, например. И когда меня саркастически спрашивают, что вот прям кино во всем виновато, да, вот война из-за кино, хочется ответить, из-за кино, из-за вино, из-за домино, из-за чего хотите. Возьмите все, что хотите. Возьмите рекламную индустрию, телевидение, конечно же, или радио, если не хотите телевидение. Вы можете взять что угодно. Я убежден, что если кто-нибудь серьезно заморочится и исследует искусство составления кроссвордов за последние 25 лет, то вы и там найдете ответ на те же вопросы. Я просто готов готов поспорить, что это так. Хотя я ничего про это не знаю и ни одного кроссворда в жизни не решил. Я просто в этом убежден. Вы во многих беседах говорите о том, как шпионско-ментовские бандитские фильмы повлияли на наше коллективное сознание. Говорите о том, что, как вы сейчас замечательно прочитали фрагменты своей книжки до нашей встречи. Не будь там такого же харизматичного артиста в главной роли в «17 мгновениях весны», непонятно был бы, значит, наш «Луналикий» и «Война в Украине». Вопрос такой: как вы думаете, какое человеческое качество заставляет нас выбирать вот этих кинокумиров и подсознательно или осознанно им подражать? Ну, то есть, условно, почему Путин выбрал себе
в качестве такой ролевой модели Штирлица? Что это идолопоклонничество или какой-то эскапизм, попытка сбежать от серой реальности? Почему кино так притягательно для обывателя? И то, и другое. Я всегда говорю, что, ну, это любого искусства касается, но кино в еще большей степени. Не случайно Тарковский назвал так свой самый личный фильм. Кино — это зеркало. Но зеркало непростое. И это увеличительное стекло. Ну, как бы, в чем магия крупного плана? Только кино умеет это делать, крупный план. Об этом очень много думали некоторые из лучших режиссеров в мире. Первым эту магию открыл Теодор Дрейер в «Страстях Жанны д'Арк». Продюсеры ненавидели Дрейера, когда он снимал этот фильм, потому что он придумал супер сложные декорации. Специально вырыли там траншеи и канавы для съемок этого, чтобы была съемка снизу, да, чтобы оператор мог спрятать камеру. А потом они смотрят фильм, а там сплошные крупные планы. Говорят, мужик с ума сошел? Ну, для чего вообще весь бюджет был? Но он как бы нашел человеческое лицо. И есть в одном из фильмов Годара, мне стыдно, но я не помню сейчас в каком, то ли «Жить своей жизнью», каком-то из ранних фильмов Гадаров, есть момент, когда героиня идет в кино, и она смотрит на экран и видит лицо Марии Фальконетти, исполнительницы роли Жанны д'Арк, и она плачет, потому что она узнает себя, у нее совершенно другая жизнь, судьба, неважно. Ты узнаешь себя, но ты больше на экране. Вот. Людям хочется узнавать себя. Но, конечно, люди о себе имеют представления очень некорректные, и они в своих глазах гораздо лучше и больше, поэтому они узнают себя в крупном плане, чем они есть на самом деле. Так возникают ролевые модели, вот эта самая гипнотизирующая магия кино, которая смотрит на нас, притворяется зеркалом. Это очень соблазнительно, и очень трудно эту магию разрушить, и я тоже ей подчиняюсь, все ей подчиняются. В этом магия актера, актерской игры, совершенно другая, чем магия актерской игры на сцене. Не случайно очень мало есть актеров, которые одинаково хороши на сцене и в кино. Это абсолютно разные качества требуются для того, чтобы быть хорошим или хорошей и там, и там. Я не знаю, действительно ли Штирлиц повлиял на Путина. На самом деле, мне не кажется это настолько важно, хотя, может быть, это очень важно. Я думаю, что Штирлиц повлиял на нас всех. Я думаю, что общество российское выдало вотум доверия Путину, потому что мы все любили «17 мгновений весны». Потому что у нас был гениальный, скрепа для нас всех сериал про молчаливого разведчика, резидента, который молчаливо сидит там у камина где-то на чужбине и думает о родине. Никто из нас не видел по-настоящему себя в нем. Он был другой, чужой, у него фамилия немецкая. Это не один из нас. В то же время один из нас. В этом была магия. И такой же Путин. Он и один из нас, и нет. Вроде бы такой простой, как бы советский человек, но вот он где-то там, КГБ, ФСБ, в Германии долгие годы. Это все сработало. И, конечно, ни Лиознова, ни Тихонов в мыслях этого не имели, они в этом не виноваты. Но я в книге, опять же, вы читали, знаете, я принципиально ухожу от вопросов, виноваты или нет какие-то авторы в чем бы то ни было. Да, это замечательно подводит нас к моему вопросу следующему. Чуть-чуть возвращаясь к беседе про экзорцизм, когда я смотрел, когда читал вашу книжку и вспоминал, как я 10 лет назад смотрел «Ликвидацию», с запоем совершенно, там, 3-4 раза, я ужасался, потому что в начале десятых это выглядело как нормальное рассуждение о там, послевоенной Одессе. Но когда ты смотришь это из сегодняшнего дня, и узнаешь все те, да, зерна, которые были тогда еще заложены Урсулюком в этом фильме, ты ужасаешься, ты понимаешь, что да, и вот этот Гоцман с его такой сермяжной ментовской правдой, вот все оно все вылилось в то, что мы имеем сегодня. Конечно. А, собственно, о чем я? Ответственность. Ответственность Лиозновой, условного Урсулюка, Тихонова. Можно ли говорить о том, что они виноваты? Автор вообще почти никогда не виноват в том, как влияет его кино. М. Автор может быть виноват в том, что он просто делает гадости какие-то в жизни, там, не знаю, вступает в Единую Россию, за нее агитирует. Но это другое. А в кино нет. Фильмы могут быть причиной чего-то. Но если хотите, давайте этим фильмам дадим субъектность, скажем, что фильмы виноваты, что Штирлиц виноват. Это не значит, что Лиознова виновата, в чем бы то ни было. Я вообще, честно говоря, на сущности этой дискуссии про ответственных и виноватых не улавливаю до конца. Это важный вопрос, он даже и, в принципе, интересный.
Но какой смысл говорить о виновности других? Мне кажется, если тебя интересуешь ты сам, твои собственные чувства, можно в этом разбираться, если хочется. Не хочется, можно не разбираться. Но кто мы такие? Ну, вот мы здесь сидим, мы же не Гаагский трибунал, не Нюрнбергский. Вот давайте сейчас все большинством голосов постановим, что там, не знаю, там Мария Захарова преступница, Владимира Соловьева хорошо бы выпороть на лобном месте. И что, нам как-то легче станет от того, что мы все согласимся с этим? Давайте решим, что там Балабанов очень плохой, потому что он там породил какую-то ксенофобию, хотя все понимают, что он не мог его породить, даже если бы очень хотел. Зачем? На мой взгляд, это бесплодная дискуссия. Вот, она, ну, можно как бы такой академической дискуссией считать, но в ней нет прагматической стороны. Вот, интересна причинно-следственная связь. Интересно, как вообще из одних вещей рождаются другие. Интересно, как из такого летучего материала, как кинообразы или литературные образы, рождаются реальные события. Это очень интересно. Для меня всегда это было интересно. Взаимосвязь реальности и вымысла. Они влияют друг на друга. Объявлять кого-то виноватым, мне очень смешно, как куча людей, которые книжку, конечно, не читал, никогда не прочитают, поскольку она их бесит заранее, как они разозлились на название «Плохие русские», потому что они решили, что это про них. Но они сами решили, что это про них. М, м. Знаете, у меня есть один из моих любимых анекдотов, я просто его обожаю, про атеиста, который умирает и попадает в ад. Знаете его? Его встречает Люцифер и ведет ему экскурсию. И они идут, и там такой приятный бриз, плещет океан, какие-то пальмы. Ходят люди такие полураздетые, потому что очень тепло. И вообще очень хорошо. Вот они идут, какой-то райский пейзаж. И вдруг этот атеист чувствует, что пахнет серой. Потом слышат какие-то крики такие. И вот они приближаются к какой-то очень страшной пещере. А там вот все как... Там котел такой огромный, под ним кипит огонь, черти с вилами, и какие-то люди корчатся в страшных корчах, а их вилами при этом. Он говорит: Люцифер, а это что такое? Ой, слушай, не обращай внимания, это верующие, они сами так захотели. И как бы, Мастер и понимаете, Маргарита, каждому по да, вере. вот это оно. Да. Поэтому люди, которых триггерит название «Плохие русские», можно им только как бы посочувствовать. М. Потому что название, оно же подразумевает, что, наверное, есть еще какие-то хорошие. Вы, наверное, хорошие, плохие — какие-то другие. Плохие — это всегда другие. Ад — это другие, как говорил Сартр. Другие. Вот. Они плохие, а мы хорошие. Я обратил внимание, откуда, в частности, это название. Все время в него как бы упираемся, но оно мне самому просто очень нравится. Я вспоминаю, как когда-то много лет назад встретился с Ларсом фон Триером, он мне рассказал, что он собирается снимать фильм ужасов и назовет его «Антихрист». Вот. И он такой радостный был, говорит: правда хорошее название? Я говорю: мне кажется, оно слишком хорошее. Вот. Он говорит: да, слишком хорошее. Мне кажется, «Плохие русские» — это такое же название, оно слишком хорошее. Вот. Суть в том, что когда возникла эта совершенно, конечно, гнилая, нелепая тема с разделением русских россиян на хороших и плохих, это, конечно, с самого начала очень скверно пахло, потому что это хорошие немцы или там хороший индеец, мертвый индеец. Это все оно. Вот. Любое такое разделение, оно бредовое, пропагандистское, ничего не значит. Но я обратил внимание, что как только оно возникло, всех стали интересовать только хорошие русские. Сначала люди стали себя называть хорошими русскими, хотят себе паспорта выдавать. Потом другие люди с этим не согласны, стали говорить, сочетание «хороший русский» стало оскорбительным. Мгм. Да, то есть... и мне все время было интересно, мне было обидно за плохих русских. Где они? То есть было такое ощущение, что их не существует. Это какая-то глобальная фигура умолчания. Даже в риторике, даже в самой хейтерской риторике, идущей со стороны там украинцев, это только ненависть к хорошим русским, М. которые на самом деле не хорошие. А где плохие? Существуют ли они? И думая об этом, я вспомнил, что, конечно, они существуют в голливудском кино. Начиная с времен Холодной войны, плохие русские — это амплуа. Это какой-нибудь злодей с какой-нибудь несуществующей фамилией, который говорит зловеще, значит, свою ушанку сдвинув на затылок на здоровье, и, значит, как-то гадит хорошим людям. Вот. И подумав об этом, я понял, что этих-то людей косплеит нынешний руководитель Российской Федерации. То есть, когда, к разговору об экзорцизме, Дмитрий Медведев ведет свой твиттер, его устами говорит вот этот выдуманный плохой русский.
у которого, понимаете, вот этот синдром, он открывает рот, и у него, значит, несутся ругательства, он не может в нормальном языке уже говорить, потому что он он натянул ушанку вот этого амплуа. Вот, и поэтому я решил, что именно через кино говорить о плохих русских логично, и логично так это назвать, и посмотреть, кто будет беситься. Это тоже такой экзорцизм, что люди, как демоны, услышав какое-то не то слово, сразу у них начинается тревога, и начинают куда-то бежать. Так название «плохие русские» сразу всех и все выявило моментально. Лакмусовая бумажка оказалась. Я бы хотел поговорить немножко об одном из фильмов, о которых вы пишете в книжке, а именно Высоцкий. Спасибо, что живой. Я позволю себе зачитать короткий фрагмент из вашей книги. Давайте. Вы там рассуждаете о том, что российская власть сначала не очень понимала, как говорить о 50-х и о застое. В качестве, значит, фильма о 50-х вы приводите, в качестве примера вы приводите «Стиляк», в качестве примера фильма о 70-х вы приводите Высоцкого. И цитата такая. «Высоцкий же — это последняя наиболее спорная и увлекательная попытка слить воедино патриотизм, ностальгию по СССР, интересы государства и неформальную культуру. Продюсеры Высоцкого не просто эксплуатировали популярное имя и драматичную биографию. Речь шла об осознанной попытке апроприации. Песни Высоцкого и сам его образ казались идеальной скрепой, способной объединить миллионы». И в 2011, когда этот фильм был снят, этот посыл, может быть, не так очевидно считывался, потому что времена еще были сравнительно вегетарианские. Но сейчас мы реально видим, как российская власть пытается ретроспективно апроприировать какие-то национальные символы. Там Высоцкий, Пушкин как метка, которую используют оккупанты в Херсоне, там русские классики на Мариупольском театре и так далее, и так далее. Мы видим, что они это делают. И это не новая история, потому что то же самое делала советская власть. Она пыталась присвоить себе этих классиков и как-то через них свою идеологию транслировать. Тем не менее, все эти герои, там, Пушкин, Достоевский, Толстой, от вот этой пропаганды со временем отмылись. Вопрос, когда все это неизбежно закончится, сможет ли условный Высоцкий и все те, кого сейчас путинская пропаганда пытается себе присвоить, отмыться? Чья это задача? Должны ли мы этим заниматься и как? Мне кажется, когда мы говорим о культуре, вообще долженствование — это неправильная модальность. Никто ничего не должен, культура ничего не должна. Культура делает то, что она делает, искусство, потому что не может не делать. Это, как бы аксиоматичная моя убежденность. Вот. Это касается даже очень плохих фильмов и прочее. Как бы логична была эта апроприация Высоцкого. Они не могли этого не сделать. Но Высоцкий, конечно, шире этого всего и сейчас, и потом от этого тоже отмоется, потому что он всегда был неформалом, потому что он всегда был единичной фигурой. Его не смогли апроприировать даже барды, хотя он был одним из главных из них. Тем более его не смогли апроприировать актеры. Он всегда был тоже белой вороной. Он слишком сам по себе. Но то, что его апроприировала путинская культура, это ведь не просто так. Не потому, что они просто брали все, что популярно. Совершенно нет. Высоцкий был уже скрепой и даже для советского времени. Ведь место встречи изменить нельзя, как и 17 мгновений весны, это скрепа. Это история, из нее выросла ликвидация. Это борьба с бандитизмом после войны. И это очень интересное перекодирование Говорухиным изначального текста. Не знаю, есть ли среди вас люди, которые читали «Эру милосердия», это очень хороший роман братьев Вайнер. Почему он называется «Эра милосердия»? Подумайте, это название для фильма «Место встречи изменить нельзя» было бы немыслимым. Там нет никакой эры милосердия, там эра беспощадности. А сюжет вроде бы тот же самый. Как же так? А я вам скажу как. Книга, она про Шарапова. Она про молодого фронтовика, который пришел из мира чудовищного насилия, очищенным этим миром. Это, не знаю, почти выживший из Сотников Василия Быкова. Ну, я немножечко как бы возвышаю. Сотников — это вообще фигура Христа. Вот. И он хочет бороться с бандитами, потому что он хочет бороться со злом. Он победил большое зло, и теперь он хочет бороться со злом относительно маленьким. И он встречает человека, в котором находит отцовскую фигуру Жеглова. И книга о драматизме того, как этот человек все разрушает. Он разрушает веру в принципы, которые есть у Шарапова. И в конце он застреливает его друга. Друг, который по причинам, не зависящим ни от чего, и сам этому не рад,
оказался в шайке. И для него по христианским принципам, которые, конечно, даже в названии «Эра милосердия» заложены, обязано быть прощение, но не в глазах Жеглова. Жеглов — это как бы сильная рука. Это человек, у которого нету принципов, который подбросит кошелек, если ему нужно. Потому что он же плохой, вор должен сидеть в тюрьме. И он определяет сам, кто вор и кто пойдет в тюрьму. И преступление не так уже важно. Фильм перекодировал эту историю и сделал героем Жеглова. Большой вопрос, кто именно? Говорухин, который намеренно хотел Это этот роман «Эра не милосердия» желая, да, или это харизма Высоцкого? не желая вас обидеть, это вопрос, не имеющий, не могущий иметь ответ. И опять же, если будем искать, кто виноват, Высоцкий или Говорухин, не надо искать, кто виноват. Просто фильм в результате говорит это. Может быть, это народная молва перекодировала фильм так, что его стали читать именно так. Это как критики пытаются комическим образом, и из-за этого тоже на меня вызверились куча бывших коллег, говорить, что Данила Багров, вы просто не понимаете, это отрицательный герой. Он на самом деле плохой. Балабанов дает нам все наводки и указания на это. Да плевать гопникам, которые обожают этого героя, положительно или отрицательно. Он им нравится, они хотят быть как он. Они его цитируют и повторяют. Это важно. Это важно. Кто бы там что хотел, никто уже не выяснит. Автор умер, как и нам сообщил Алан Барт, давным-давно. А сейчас Балабанов реально умер. Ну, не все, нет никакого автора. А Данила Багров живее всех живых. И это важно. Это важно, это интересно. Вот, и Высоцкий был Жеглов. И если бы он не был Жеглов... А вы знаете, что место встречи изменить нельзя? Вот такой отличный, в чем-то задушевный, с замечательными актерами фильм был частью официальной пропаганды. Это тоже любопытно. Мне кажется, я вот пока не закопался в тему, ничего об этом не знал. В буквальном смысле слова «Эра милосердия» в 60-е и 70-е годы руководство советского МВД решило что-то сделать с тем, что народ, извините, боится милиции. Впервые такие, почему все боятся милиционеров-то? И надо было сделать милиционеров классными. И телевидение для этого и пригодилось. Сделали, следствие ведут знатоки, а потом место встречи сменить нельзя. Это было вдохновлено министром внутренних дел СССР. Не то, что это Вайнеры написали просто хороший роман, а хороший режиссер Говорухин думает, сделаю-ка я фильм. Это просто так это не делается. Вот, то есть это было частью идеологической программы. Это не моя параноидальная какая-то схема в голове, что Жеглов для того, чтобы... Нет, это, в принципе, почти что откровенно делалось. Но, опять же, иногда что-то откровенно делается, а результат получается обратный. Искусство очень странной жизнью живет. Вот. И я допускаю, что Говорухин и Высоцкий хотели показать сложного персонажа скорее негативным. Но народным героем, которого цитируют, стал Жеглов, а не Шарапов. Хотя роль Шарапова очень хорошо сыграна. Ничего нельзя сказать. Все там вроде бы здорово. И вот тем не менее. И получили мы в результате этого ликвидацию, о которой вы пишете в последней главе, которая называется «Последнее слово Чушпана». Замечательное название. Писали книжку вы как раз, когда гремел сериал «Слово пацана». И там вы приходите к очень утешительному выводу о том, что вы цитируете Игоря Мишина, который сказал, что в путинской России было по-настоящему 3 сериала. «Менты», «Ликвидация» и теперь вот «Слово пацана». Да, ликвидация. Да. С тем посылом, что символизирует эту эпоху беззакония в этих фильмах, пропагандирующийся бандитизм и так далее. Я бы хотел эту историю немножко перевернуть следующим образом. Если у нас фильм о торжестве закона, такой российский «Народ против Ларри Флинта» или «12 разгневанных мужчин» или «Убить пересмешника». Судебная драма, в России ее нет. Нет такого жанра. В России, я думаю, не живет ни одного человека, вне зависимости от взглядов этих людей. Они могут быть суперлибералами. Они могут быть суперпатриотами, такими упоротыми. Нет ни одного человека, который верит в независимость российского или советского правосудия. Я думаю, таких людей нет. Если такой фильм снять, у него количество его потенциальных зрителей будет 0. Никто не поверит. Потому что из чего состоит любая легальная драма? Из того, что происходит некий конфликт внутри некого запутанного дела, и мы не знаем, чем дело кончится. Мы думаем, что же решит судья?
Или что решат присяжные? А у нас мы сразу знаем, приговор будет обвинительным. Да? Вопрос только в том, что когда прокурор скажет за дискредитацию войск на 18 лет посадить, суд все-таки решит 17,5 милосердно или прям 18 и даст. Вот это единственная интрига. Ну, для кино недостаточно. К вопросу о магии кино и о том, как она формирует нашу реальность. Если мы начнем снимать такое кино, возможно ли, что оно поможет изменить существующую парадигму в российском обществе? Все возможно, но кино может именно помочь, оно не может изменить ничего. Вот это вот очень большая ошибка наша общая. Мы все время негодуем, что искусство ничего не меняет. Оно меняет, но оно не может изменить, оно может менять. Оно принимает участие в этих изменениях. Более того, я вижу, что в зале есть люди как бы прилично меня моложе, но есть мои ровесники и люди чуть постарше. Вот, те, кто ровесники чуть постарше, они прямо помнят, как кино изменило советскую действительность. Это было не так давно, это было не полвека назад. Есть такой мыслитель российский Вячеслав Володин, один из моих любимых. И он сказал такую мысль, над которой все начали потом потешаться, про то, что Советский Союз разрушил фильм «Интердевочка». А я согласен с Володиным в этом случае, вы понимаете? Дело в том, что просто не одна интердевочка. Маленькая Вера, интердевочка, конечно, «Покаяние» это был первый. А если бы не было этих фильмов, я уверен, не разрушился бы Советский Союз. Люди приняли это разрушение не как трагедию, а как неизбежность, сначала увидев освобождение кино, как самого массового из искусств, которое в советское время, оно было еще супер доступно, билеты были почти бесплатные в кино, любой человек мог пойти. И я помню эти толпы там на фильме «Кары», «Воры в законе», допустим, по «Искандеру». И вся ментовско-бандитская, на самом деле, парадигма родилась тогда. Я просто не включил это в книгу, потому что невозможно много было включать всего из прошлого. Я решил, что я буду начинать с 99-2000 года. У меня есть буквально 2-3 явления, которые были раньше. Но, в принципе, вот тогда началось «Воры в законе». Вот. Или «Покаяние». Оказывается, можно вот так вот про Сталина. И это начало разрушать все скрепы. Раз разрешили сделать и выпустить такое кино, значит, скоро все будет можно. Вот. Поэтому да, я абсолютно убежден в том, что искусство, будет это кино или песня Цоя «Мы ждем перемен», Асса тоже очень важная часть в этом разрушении, они помогут этого колосса, который все равно стоит на глиняных ногах, я все равно уверен в этом, поможет его сбросить. Но поможет. Невозможно снять фильм. Какой снять фильм, спрашивают, чтобы вот остановить войну и чтобы Путин пошел и застрелился в своем бункере? Ну, как бы, если бы кто-нибудь знал, уже бы сняли. Есть разные магические практики, которые можно здесь применять. Я за магические практики, поскольку искусство вообще это магическая практика. Вот. Но прогнозов здесь я делать не берусь. Ну, то есть какая-то надежда на сиквел под названием «Хорошие русские» есть. Но большой вопрос, кто будет этот сиквел, кто будет снимать это кино, по которому Знаете, вы напишете сиквел. Даже название «Плохие русские», оно постироничное, а «Хороший русский» будет постироничное. И тут совсем уже непонятно, о чем писать. Да, конечно, напрашивается, но пусть кто-нибудь другой это напишет. Но на самом деле это вторая часть дилогии. Я после того, как бежал из России, находился в состоянии, как, наверное, очень многие, абсолютно разрушенном, и при помощи кино выходил из этого клинча. И первое, что я сделал, я написал книгу, небольшую, но я очень ей горжусь. Я очень доволен. Сейчас она полностью sold out, но вот-вот будет переиздание. Книгу про Джафара Панахи, как раз в этом году получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Это иранский режиссер-диссидент, который снял 11 фильмов. Из них 10 в Иране запрещены. Он дважды отсидел в тюрьме, чудом остался в живых, держал там сухую голодовку. Но главное, что он продолжает снимать все это время. И его фильмы в Иране тоже смотрят. Просто это незаконно, но там на DVD их распространяют, всяких там пиратских и прочее. И я написал о нем книгу для того, чтобы те люди, которые никогда не интересовались иранским кинематографом, опять же, дело не в том, что, ты интересуешься вообще, что ты знаешь, знаешь ли ты фарси, знаешь ли ты персидскую культуру, тогда тебе эта книга будет интересна. Нет, ты можешь никогда не слышать об этом всем.
Но просто прочитать эту книгу или посмотреть фильмы Панахи, лучше, конечно, посмотреть фильмы, а потом уже можно читать книгу, и понять, что сопротивление при помощи даже вот такого странного, ригидного вида искусства, как кино, сопротивление возможно. Я написал книгу об этом сопротивлении, а эта книга, наоборот, о подчинении. В этом году один из моих самых любимых фильмов Надава Лапида, израильского режиссера, с которым я очень дружу, под названием «Да». О том, как человек искусства говорит пропаганде, государству и войне «да», как он соглашается. А предыдущий его фильм под названием «Колено Ахет» это был о режиссере-диссиденте, который говорит системе «нет». И вот я написал книгу о кино, которое говорит системе «нет», а это книга о кинематографе, который говорит системе «да» и является частью этой системы. И это два возможных ответа для искусства в тяжелые времена, в цензурные времена. Будешь ли ты сопротивляться, есть много разных способов сопротивления, или ты будешь подчиняться и, возможно, плывя по этому течению, даже на каком-то этапе ты его возглавишь, как это сделал Михалков, например. Ну, многие возглавляли это течение, будучи уже не только его частью, но как бы его лидером. Я думаю, что на этом мы передадим мяч на вашу сторону. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вопрос про киноиндустрию в целом и про тех, кто там остался и кто работает в киноиндустрии. Ну, понятно, что русский актер, как бы, он не может, у него публика находится в России, поэтому уехать просто невозможно практически. И среди них есть там хорошие, есть, наверное, плохие русские. И вот каждый из них, возможно, тот, который считает себя в душе хорошим человеком, в какой-то момент начинает, переходит в такое состояние, когда он начинает соглашаться с тем, что происходит, и начинает, становится конформистом. Вот есть у вас такое вот видение, такое усредненное, может быть, или наоборот, какое-то структурированное о том, как психология артиста устроена, который оказался в системе, которая ему нравится, которая ему не очень нравится, но вот он вынужден с ней, тем не менее, мириться, и какие такие он делает у себя в душе компромиссы. Ну, артистам проще всего, потому что они всю жизнь притворяются. Это особенность профессии. Вот. И если вы заметили, первые, кто радостно все это возглавил, это были артисты. Марков, Пореченков, ну, именно актеры. Да даже Михалков, в принципе, он большой артист. Он вообще больше артист, чем режиссер. И очень поэтому ему это как-то все пошло. Вот, я не знаю, что у них творится в душе, об этом есть фильмы, есть фильм «Мефисто», например. В принципе, существует эта тема, она не придумана сейчас. Артист, которому хочется, нравится быть на авансцене, для которого невыносимо оказаться выброшенным за кулисы, остаться без профессии. И артист это человек, который произносит чужой текст. Ему не зазорно произнести любой чужой текст, там, будучи ведущим митинга в Лужниках. Почему нет-то? Вот. А людям, которые являются авторами, это сложнее. Ну, не значит, что это невозможно. Тоже возможно. Все тут, на самом деле, границы между автором и артистом, они довольно зыбкие. То есть бывает, что и то, и другое переходит из одного лагеря в другой. Я не знаю, есть артисты русского языка, которые, тем не менее, уехали. Многие из них потеряли работу и потеряли профессию. Я знаю очень молодых ребят, которые абсолютно не были знаменитыми, и они лишились этой профессии. Я знаю, не буду называть, потому что это может как-то по отношению к ним неуважительно прозвучать. На самом деле я очень глубоко уважаю людей, которые играли главные роли в театрах, а сейчас в пригородах Тель-Авива наливают кофе в кофейне. Я знаю таких людей лично. И режиссеров таких знаю. Я знаю режиссеров, которые поставили крест осознанно на своей карьере и снимают сейчас в России только какую-нибудь коммерческую рекламу и больше ничего. Они не хотят снимать кино в цензурных обстоятельствах. Эмигрировать им не хватает ни моральных сил, ни ресурсов. Миграция — это очень трудно. Я, наверное, зря вам это рассказываю, но я не знаю, многие ли из вас здесь иммигранты именно. Может, вы приехали сюда учиться, может, вы здесь жили, может, у вас рабочий контракт. Это уже такая иммиграция лайт немножко. Вот, в сравнении с теми, кто едет в никуда, бросая все. Таких людей я знаю очень много. Ну, собственно говоря, моя семья состоит из таких людей. У меня чудом одна из моих работ сохранилась, а у жены, да, у детей были школы, университеты потеряны. Все это не восстановилось. Вот, как человек приходит на сторону конформизма, ну, не знаю, это любой психолог вам лучше расскажет, чем я, или социолог. Человек никакой не может жить вечно в состоянии стресса и конфликта с реальностью. Это невозможно. Ты начинаешь договариваться с этой реальностью с собой.
С горечью многие так называемые уехавшие начинают там клеймить, не знаю, Шлосберга или Юлю Галямину, людей, которые живут в России, выступают против войны. За то, что у них повышается толерантность к тому, к чему типа нельзя быть терпимым. Ну, кто сказал, что можно, а что нельзя? Вот. Есть люди, историки, например, которые гораздо спокойнее к этому относятся, которые вспоминают, как даже в Советском Союзе какое-то время терпели буквально офицеров белой армии, и они интегрировались в советское общество. Даже при Сталине. Совсем не все они были расстреляны, отправлены в лагеря, хотя очень многие. И уж, конечно, как функционеры прямо Третьего рейха, и уж тем более солдаты вермахта, ничего с ними не было, они себя виноватыми не чувствовали, и общество не считало их виноватыми. Прожили они целую жизнь, и многие из них считали, что Гитлер во всем был прав. Вот, то есть всяко бывает. Уровни примирения с реальностью и примирения с другими людьми, которые вокруг тебя, бывают разные. Вот. Я человек довольно непримиримый, поэтому я довольно часто думаю с тоской ужасной, что мне, видимо, в Россию просто больше никогда не вернуться, даже когда там все изменится. Потому что невозможно жить среди людей, работать среди людей, которые все это время там существуя, ну, многие из них искренне, другие как-то договорившись с собой, сказали, что все, в принципе, норм, ок, пока вот лично меня не касается, не трогает. Но еще раз, говоря это, я даже говоря, что мне это невыносимо, я не имею в виду какого-то осуждения. Я просто не считаю себя в том положении, никто мне не давал права на это осуждение. Ни юридического, ни морального, у меня его просто нет, я не могу себе его присвоить. То есть про себя я могу осуждать, ну, как любой человек может сидеть у себя на кухне и там говорить, а на самом деле Спилберг плохой режиссер. Я разобрал. Ну, пожалуйста, ты пришел к этому выводу. Это абсолютно твое святое право. Просто надо понимать, что никаких кругов по воде от этого брошенного камня не будет. Не только до Спилберга не докатится, но даже твой собственный там партнер или друг просто с тобой не согласится, и все. Это твое мнение, оно тебе только важно. И мое мнение о людях, которые живут в этом компромиссе постоянном, иногда мне хватает моральных сил на сочувствие им, иногда нет. Зависит от погоды. Книга это точно не является обвинительным каким-то актом и речью. Вот это 100%, но это могут подтвердить те, кто ее прочитал. Так как бы по описанию, я понимаю, может казаться иначе. У меня такой наивный вопрос про кино в целом, потому что вы начали, разговаривая про плохое и хорошее кино, и что такое плохое кино, что такое хорошее кино. И, конечно, это, может быть, неправильные термины, и к ним есть претензии, но мы при этом все как-то субъективно понимаем, смотря какое-то кино, и можем сказать, ой, ну это было ужасно, а это было хорошее, а есть там высокое искусство. И мне хочется вас попросить порассуждать про то, что делает кино плохим и хорошим. Как мы это понимаем? Ну, для меня это, наверное, отвратительно прозвучит, но это правда так на сегодняшнем моем этапе жизненном. Для меня нету никаких плохих, в смысле объективно плохих или объективно хороших фильмов. Например, если говорить о кино. Но это касается и поэзии, и чего хотите. Не знаю, стихи капитана Лебяткина плохие или хорошие? Если мы считаем, что плохие, Достоевский писал их как плохие. Но они вообще-то классные, они смешные, тогда были смешными. Им подражали абериуты, и абериутов не было бы, если бы не капитан Лебяткин. Козьма Прутков — это плохая поэзия или хорошая? Она писалась как пародийная, как будто бы плохая. Почему она такая классная и нам нравится? То есть даже с классикой это непонятно. Стерн писал, когда «Тристая мошенник», это была издевка над романом. Это хороший роман? Это гениальный роман или это плохой роман? Ну, понятно, что он хороший, потому что Стерн гениальный. Но вот выполнил ли он эту задачу, написать роман? Или это чистая трансгрессия и отмена как бы романа и идеи романа? Ну, надо сказать, что идея по-настоящему сформировалась вообще уже на самом деле в 19 веке, после Стерна. Вот, ну и так далее. То же самое с кино. Есть куча очень плохих фильмов, которые достигли культового статуса. Плохие, провальные, и потом они вот обрели этот культовый статус. Что значит культовый статус? Что куча народа им поклоняются. Расхватали их на цитаты. Ну что вы объясните им, что это... Мне всегда смешно читать возражения на какие-то из моих рецензий, это когда люди пишут, но это же элементарно невозможно смотреть. Там, это же плохо снято и плохо сыграно. Всегда хочешь спросить, а что это значит? Что значит плохо? Знаете, почти про любой хороший и особенно гениальный фильм всегда обязательно звучат такие голоса. Я давно уже это понял. Часто происходит с фильмом «Битва за битва». Для меня «Битва за битвой» — это, ну, шедевр. То есть это там лучший фильм года, потрясающая картина. Куча народу говорит, ну это же просто
это неправдоподобно, а мне было скучно. Ну, вот что на это сказать? Я ничего не могу на это сказать. Говорю, ну окей, ну для вас, значит, это нехорошо. Это очень беспомощный ответ, но его невозможно разубеждать, объяснять. Для чего людям нужно искусство? Мне кажется, они заполняют свои лакуны. Есть такой, я думаю, антинаучный, скорее всего, список, но мне он просто очень нравится, потому что он очень изящно выглядит. Типа, если вам хочется там съесть соленый огурец, это потому, что у вас там не хватает, не помню, там кальция. Если вам хочется съесть сыр, это потому, что не хватает такого-то. Если вам хочется... То есть, что любовь к какой-то еде объясняется нехваткой какого-то элемента в организме. Я почти уверен, что это фуфло. Но, в принципе, по жизни я верю в то, что люди... когда иррационально к чему-то тянутся, а любовь к искусству очень иррациональна. Это для меня это одна из главных загадок человечества. Зачем людям нужно искусство? На самом деле никто не знает. Со времен Аристотеля об этом философы думают, пишут, никто не знает. Очевидно уже, что это потребность человечества. Искусство людям нужно. А зачем, никто не знает, не может объяснить. Точнее, есть много объяснений, ни одно из них не может быть универсальным и тотальным. Мне кажется, что это людям чего-то не хватает. Мне кажется, ну, если переводить это в совсем грубую формулу, то вот люди, которым не хватает в жизни романтики, смотрят романтические комедии или мелодрамы. Которым не хватает секса, смотрят, там, не знаю, порнографию или эротическое кино. Не хватает, не значит, что у них нет сексуальной жизни, но может та, которая их не удовлетворяет. Люди, у которых смешная, рутинная, офисная жизнь, они любят триллеры, любят хорроры. Им хочется... Не случайно подростки обожают хорроры. Они только вступают в жизнь, им интересно про смерть. Да не потому, что у них патология какая-то в мышлении. Это то, чего они не понимают, но они с этим сталкиваются, им нужно это изучать. Кино — это хороший способ это делать. Также люди смеются над хоррорами, даже если это не комедийные хорроры. Это способ победить смерть. Ну и так далее. Это тоже такие магические практики. Вот. И поскольку эта нехватка может обнаружиться где угодно, я не знаю, вот иногда очень полезно бывает посмотреть, какие фильмы считаются хорошими и плохими для человека, который рос в России 90-х. 90-е очень особенно специальное время. Это время, когда вся Россия и все постсоветское пространство смотрело кино. Потому что были эти пиратские, мы тогда не знали, что они пиратские, видеокассеты, они стоили копейки, видеомагнитофоны китайские стоили копейки, и люди смотрели вне иерархии. И были культовые фильмы, которые на самом деле в мире считаются плохими. Вот, условно говоря, может быть, сейчас кого-то из вас это удивит, фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон, Кевином Костнером, считается отвратительным фильмом в Америке. Фильм «Мертвец» Джима Джармуша считается самым неудачным фильмом Джима Джармуша в Америке. А в России это там культовые фильмы, которые расхватали на цитаты, их все обожают. Вот как так? Это хорошие фильмы на самом деле или плохие? Ответ в том, что нет никакого на самом деле, его не существует. Вот для нас это хорошее или плохое. Поэтому лично я ушел от этого. Ну, теперь вы зададите вопрос, как же я хотел назвать книжку «Плохие русские фильмы». Во-первых, я не назвал ее так, назвал ее «Плохие русские». Во-вторых, это опять игра со стереотипом. Со стереотипом, вот «Елки 3», как бы очевидно всем, что это, видимо, плохой фильм. Плохой, значит, нам не нужно относиться к нему серьезно. А я постарался отнестись серьезно. Я не сделал плохой фильм хорошим. Возможно, он не был плохим, я не знаю. Я просто отнесся к нему так, как обычно к плохим фильмам не относятся. Вот. Да, у меня, наверное, вопрос про фильмы, которые никто не будет смотреть. Собственно, важной частью тех фильмов, про которые вы пишете, является шовинизм и некоторый русский национализм, который присущ этим работам. Насколько возможен массовый фильм, который как-то переосмысляет и уважительно переосмысляет мигрантскую тему в России? То есть насколько возможны работы, как в Голливуде, когда берется история не как бы человека не из этнического большинства, и уважительно, интересно, глубоко Ну, это осмысляется. возможно. Во-первых, это возможно в рамках авторского кино фестивального. Такие фильмы были. Был фильм Дворцевого «Айк», например. Вот. Ну, документальных таких фильмов вообще много. Был фильм «Продукты-24» об этом случае, когда рабов, по-моему, узбекских рабов держали там в каком-то магазине круглосуточном продуктов. То есть это делается в кино. Чтобы такой фильм стал в России народным, это абсолютно невозможно.
Я об этом сказал недавно в одном онлайн-интервью, но это вызвало такую реакцию такого яростного отторжения, что мне даже страшновато сейчас это говорить тоже вслух. Но я скажу, потому что я так думаю. Россия — страна расизма, причем неосознанного. И начать надо с того, чтобы просто осознать его и понять, что такое расизм. А потом можно начинать с этим бороться. Сейчас с этим рано бороться, потому что люди не опознают как расизм то, что является расизмом. Когда они говорят, что-то, из чего следует, что там, не знаю, узбек — это не совсем человек, они всерьез вам объяснят, что это связано. Нет никакого презрения, это прекрасная древняя культура. Ну просто вот они какие-то грязные, лопочут на своем непонятном языке, и живут они вместе в одной какой-то комнатушке, наверное, нету гигиены, и дети их как-то жестоко реагируют, и они мою собаку испугались, когда я выгуливал во дворе, а моя жучка, она такая добрая, они что-то этого не понимают. Ну просто дикие там, с гор спустились. И если человек скажет, что это расизм, у него будет очень острая, жестокая, оскорбленная реакция. Расизм — это когда американцы своих рабов линчуют и вешают на... Это расизм. Понимаете? Вот, это очень сложно. Это очень сложно. И в Америке тоже очень далеко до победы над расизмом. Но эта война с расизмом уже идет давно. И даже во времена Мартина Лютера Кинга она была уже, в общем-то, в самом разгаре. Сколько она еще будет идти, я не знаю. Наверное, долго. Но этот процесс идет. И избрание Обамы было супер важным. Хотя он человек из очень элитной тусовки и прочего. Мы знаем все эти оговорки. Тем не менее, мы говорим об образах, о символах. Представьте, вы можете вообразить, что в России, в любой России, в прекрасной России будущего, что в России демократическим образом изберут президентом узбека этнического, вот которого имя будет такое. Можете себе представить? Я не могу себе представить даже, что женщину изберут. Это невозможно. Это просто невозможно. И все. Люди не пойдут голосовать за такого кандидата. Должно что-то измениться. Вот. Культура, конечно, должна тоже свой вклад в это сделать, но не быстро произойдет. Да, у меня вопрос про стереотипы и клише. Есть разные стереотипы про разных наций. Например, вот вы говорите про плохих русских, есть также плохие немцы. Как вы считаете, они с помощью кино смогли разрушить этот стереотип все-таки, или же он все-таки присутствует? И хочется услышать ваше мнение, есть ли какие-то фильмы в Германии, которые смогли переформулировать вот это понятие? Мне кажется, что вот немецкое новое кино 70-х, 80-х годов очень многое для этого сделало. Шлёндорф, Фассбиндер, Вендерс, Херцог очень над этим серьезно работали. Сколько они это сделали, что произошло, это зависит от вашего ответа на вопрос, считаем ли мы Германию полностью исцелившейся, изгнавшей из себя всех этих демонов, да или нет. У меня нет ответа, я не знаю, мне не хватает экспертизы. Если мы считаем, что да, то кино точно сыграло свою роль. То есть Фассбиндер осмыслял, например, вот эти вот радикально-террористические движения, все эти Бадер, Майнхоф и прочее, на свой лад через кино. И нацизм тоже. Вендерс сделал очень много в своем кино для перевода немецкого мышления, в том числе романтического мышления. Он же там Гёте переводил на язык современности. Он сделал это универсальным. И «Небо над Берлином», «Париж, Техас», само название. Это фильмы для всего мира и обо всем мире. Херцог очень интересно осмыслял немецкие культурные мифы. Там, от Носферату до Каспара Хаузера. Вот. Это тоже очень интересно. Когда-то в книге Зигфрида Кракауэра, который, конечно, вдохновил меня на написание этой книги, несомненно, говорилось о том, что все эти Каллигари, Мабузе, Носферату, это все и есть выражение немецкого духа, из которого родился Третий Рейх. Это очень сильно связано все было. Вот. Сегодня, мне кажется, для Германии просто кино не такое важное искусство. Там очень много снимают кино. Оно перестало быть... Было два периода в Германии, когда кино было
выражением национального духа и важнейшим национальным искусством. Это был период между двумя мировыми войнами, и это был период вот 70-е, до начала 80-х, до смерти Фассбиндера, наверное, примерно. Вот, сейчас сейчас Германия производит, ну, я опять же не хочу никого обижать, но мне кажется, классный немецкий фильм, такой, который весь мир хочет посмотреть, появляется примерно раз в 10 лет. Это очень редко. И, кстати, такой фильм в этом году снят. Шикарный. Называется «Звук падения». Некой Маша Шилински. Она молодая режиссерка. Совершенно замечательная картина. Очень-очень мощная. Немецкий номинант, ну не номинант, а выдвиженец на Оскар. Мне кажется, в этом контексте будет уместно упомянуть культовый сериал «Тат-О», по-моему, на русский мы переведем как «Место преступления». Я не смотрю. Да, где речь идет в каком-то смысле менты, на самом деле, Да, немецкие, но 80-е, 90-е, где рассказывается о доблестном сотруднике полиции, там, детектив, который поскрывает ну, может быть, им преступление. И мне кажется, таким образом как бы обеляется имидж вот этого представителя власти. очень может быть. Да. Ну, Вавилон, Берлин — это тоже менты, ну, только просто такие ардекошные какие-то такие, изысканно модернистские. Это тоже. Ну, я мало смотрю сериалов, я тут некомпетентен. У международного сообщества в целом, мне кажется, достаточно ограниченное представление о русских в целом, и во многом оно формируется еще там, допустим, со времен Советского Союза за счет каких-то фильмов, и, соответственно, в основном это получаются какие-то стереотипы, и как будто бы ситуация особо не меняется. И если можно привести какой-то самый актуальный пример, это, наверное, фильм «Анора», вот, который, безусловно, ну, мне кажется, хороший фильм, но мне интересно, как вы считаете, какой эффект создается от того, что медийными становятся фильмы, которые так или иначе продолжают распространять стереотипы те или иные, и насколько это вообще влияет на какое-то мнение международного сообщества о русских в целом? Да, влияет. Но люди падки на стереотипы. Что можно с этим сделать-то? Я видел очень хороший 2 дня назад в Садлер Уэллс балет, сделанный Кристал Пайтс вместе с Саймоном Макберни. Очень хороший. «Фигура исчезновения» называется. Это как бы трилогия балетов об исчезновениях. И второй балет там больше всего мне понравился. Он о том, как работает 2 полушария человеческого мозга. О том, что вот эти наши представления стереотипные в 60-х годах сформировавшиеся, о том, что левое полушарие — это рациональное мышление, а правое — это фантазия, воображение и прочее, это не так. На самом деле и за мышление, и за логику, и за воображение отвечают оба полушария. Но разделение есть. И разделение примерно такое. Но я сейчас немножко вульгаризую это все. Левое полушарие, оно занимается решением конкретных задач, пониманием этих задач и их, оптимизацией и решением. А правое полушарие отвечает за непредсказуемое, незнакомое, которое может вдруг с нами случиться, за его восприятие. Мне показалось очень интересным это разделение. И я думаю, что когда мы говорим о стереотипах, это наш способ перевести вот эту проблематику правого полушария, непредсказуемости мира, в левое полушарие, когда мы понимаем алгоритм. И стереотипы нам в этом помогают. И я думаю, война всех так шокировала, вторжение Путина в Украину, весь мир же говорил, что он не вторгнется туда, потому что мы все были во власти неких стереотипов. И о прекрасной, поэтичной, иногда жестокой, но великолепной русской душе, которая все-таки милосердная, Россия щедрая душа, что бы это ни значило. Вот. А с другой стороны, представление о рациональности диктатора, который жулик и вор, который ворует деньги, а на войне денег труднее, то проще потратить, чем заработать. И мы все вылетели в трубу, потому что только правое полушарие, вообще только интуиция должны были нас предупредить о том, что произойдет. Рациональное мышление об этом не сработало. Я вскоре после этого оказался на пике разговоров о канцелинге русской культуры, которая, я считаю, не существует, никакого канцелинга. Я даже не обсуждаю сейчас, нужен он или нет, просто мне кажется, что его нет. Вот. Я оказался в городе Люксембург. Выяснилось, что у меня там прям куча фанатов. Я туда уже 3 ездил с лекциями, что очень странно звучит, но это правда.
И я пошел в книжный магазин, что я делаю во всех городах, даже тех, где не читаю на местном языке. Это моя как бы зона комфорта. Вот. И я подхожу к витрине книжного магазина в центре Люксембурга. Это первый год войны, 22-й. Вся витрина в русской классике. Я спросил продавцам, почему, говорят, ну вот сейчас очень востребовано, все хотят читать «Отцов и детей» и прочее. Почему? Потому что это считается, что это отмычка к России, всем России стало интересно. Почему происходит вот это все? И пошли читать про Базарова. Я не знаю, может быть, нашли там ответ, может быть, нет. Поэтому и Анору смотрят. Люди хотят, им интересны русские. Если русские могут сейчас, не знаю, ядерную ракету выпустить и весь мир уничтожить, интересно, кто эти люди, кто эти вот твои... Почему они так себя ведут? Хочется понять. Я со своей стороны считаю, что между народами любыми гораздо больше сходств, чем различий. Это люди все разные, а народы все одинаковые. Ну, не все одинаковые, конечно. В Англии очень невкусная еда, во Франции очень вкусно. Грустно это признавать, но особенно здесь находясь, но это правда. Но обычно вот такие примерно различия. А в остальном, когда война идет и прочее, в критический момент становится ясно, что различий меньше, чем сходств. У меня вопрос про фильм «Брат». Даже без него. Вот главный герой, которого сыграл Сергей Бодров, он его сыграл, будучи на тот момент известен как суперположительный вне фильма, да, персонаж. И есть такое мнение, что если бы на эту роль был выбран другой человек, то и реакция была бы, возможно, тоже другая, потому что он настолько симпатичен, он настолько вызывает вы говорите, что гопница, там в первую очередь его как признали, но я, например, видела и довольно обычных ребят, там 18 условно лет, которые просто, это была комбинация там и музыки, и еще чего-то, но в целом вот этот лакун заполняя, увидев какого-то такого суперприятного персонажа, вот он очень понравился. Вот что делает режиссер, когда он берет, то есть это же, наверное, такая осознанная, кажется, что это осознанная манипуляция, он тестирует зрителя, да, то есть он заведомо такого героя, который там делает очень хорошие вещи, да, он его вот как бы помещает в такую оболочку вот супер приятного, интеллигентного, по сути, человека. Да? Ну, то есть мы же не можем забыть об этом актере, вот какой он в жизни. И я не знаю, может, еще другие такие примеры есть, как прием, да, вот когда режиссер использует такой прием. Это мне, наверное, потому что я там не знаю, может, у него были еще какие-то роли. То есть тут прям очень как бы стопроцентно у него не было никаких других. То есть он какой-то прям стерильный практически персонаж с точки зрения позитивности. Вот, то есть это тест, или это намеренно, или это... То есть действительно ведь, наверное, могла быть другая реакция с другим персонажем. Ну да, мне кажется, что Балабанов хотел именно этой реакции. Хотел. Режиссура — это такое особенное искусство. Когда вы смотрите фильм, когда вы смотрите игровой фильм, вы поймите, там нет ничего случайного вообще. И уж, конечно, выбор актера на главную роль не может быть случайным. Но нет ничего случайного. То есть проходит герой мимо книжного шкафа, там стоят книги. Это декорация. Туда поставили определенные книги с определенной целью. Если это реально книжный шкаф, то по какой-то причине именно у этого книжного шкафа это снимается. И так далее. Все, каждая деталь что-то говорит. А это не деталь, это то, из чего строится фильм. Но если ваш вопрос переформулировать, простите, что я за вас это сделаю, и спросить вместо того, о чем вы спрашиваете, значит ли это, что если харизматичный, талантливый, симпатичный человек, например, мужчина, это может быть, конечно, и женщина, играет роль какого-то отморозка, то тем самым мы повышаем нашу толерантность к поступкам этого вымышленного героя. Я бы сказал, что нет, потому что есть куча примеров. Давайте возьмем замечательный фильм, который, я уверен, оказал огромное влияние на брата. Фильм «Таксист» Мартина Скорсезе. Кому может не нравиться Роберт Де Ниро молодой? Таких людей, я думаю, не существует на планете. Посмотрите на молодого Аль Пачино в «Крестном отце». Это фильм об уничтожении человеческого в нем. И это очень тонко сделано.
Мы весь фильм этому герою сопереживаем. Посмотрите на Грейс в Догвилле Ларса фон Триера. В конце она превращается в чудовище. Мы весь фильм за нее. Люк Дарден очень разумно сказал, что Грейс — это антихрист. И это очень интересная мысль. Ну, я не буду сейчас глубоко, просто не будем уходить далеко уже в сторону. Случаев, когда прекрасный актер с очень позитивным имиджем или актриса играет чудовищного персонажа и будет к этому персонажу симпатию, которая по ходу просмотра и по ходу размышлений превращается в антипатию и в ужас, таких случаев довольно много. И, конечно, это мог сделать и Балабанов, если бы захотел. Он просто этого не хотел. Он сделал второго брата про то, как Данила Багров из киллера превращается в народного мстителя и едет показать этим америкосам. Можете себе представить, что Трэвис Бикл из «Таксиста» снимает «Таксиста 2», где он отправляется, это самое, ну, он же там ненавидит всех там инородцев, едет, не знаю, записывается добровольцем во Вьетнам, чтобы там пострелять в узкоглазых. Невозможно себе это представить. Такой фильм невозможен. Вот, а «Брат 2» возможен и даже, в принципе, закономерен. Антон, в продолжении рассуждений вот на предыдущий вопрос, мне кажется, что вообще зло и отрицательный, сложный персонаж гораздо притягательнее, интереснее, чем, знаете, такие понятные, положительные, но скучные герои и в литературе, и в кино. И в этом мой вопрос заключается. Не кажется ли вам, что мы помним и сопереживаем, и участвуем, соучаствуем больше все-таки героям не картонным, не положительным? Потому что и в этом смысле, когда мы говорим о том, что вы говорите о том, что кино, с одной стороны, как зеркало отражает, а с другой стороны, формирует новую реальность, новое общество, новое восприятие. Здесь для меня это какая-то дуальность, которая... Вот я никак не могу ее объяснить для себя. Вопрос в следующем. Вообще возможно ли создать такого же обаятельного, положительного героя? Да, Все положительные герои скучны до ужаса. Не, это не так. Они очень разные, положительные герои. Потом интересные герои не бывают положительными или отрицательными. Вот в чем дело. И это нас научила советская школа, что герой бывает положительным или отрицательным. Евгений Онегин положительный или отрицательный? Обломов положительный или отрицательный? Даже Чацкий положительный или отрицательный? Он, так между нами говоря, полный мудак. Но он при этом как бы честный человек, страдающий. Нет никаких положительных, отрицательных героев. Все величайшие персонажи ускользают от этой дуальности. Штирлиц, конечно, положительный, но это вот поп-культура, в которой существует эта однозначность. Но, конечно, важно. И делает его привлекательным то, что он в красивом хугобоссовском нацистском мундире. Это важно. Это делает его привлекательным, конечно, в том числе сексуально привлекательным, несомненно. Вот. И можно бесконечно продолжать положительный, отрицательный. Можно ли создать мощного, однозначно положительного, там, Дон Кихот положительный или отрицательный? Ну, хорошо, Жан Вальжан. Он совершил один плохой поступок в начале книги, и дальше он раскаивается всю книгу и творит добро. И он очень симпатичный персонаж. И он живой. Жан Вальжан, нельзя сказать, что это какой-то ходульный. Мне кажется, он абсолютно живой. Вот. Ну, в общем, можно бесконечно долго об этом говорить. Если вопрос в том, не потому ли все так плохо, что злодеи всегда обаятельнее, чем хорошие, я так не считаю. Мне кажется, это не так. Самые интересные персонажи, самые интересные ролевые модели всегда сложнее вот этого вот бинарного взгляда. И поэтому они, собственно, и интересны. И их трактуют по-разному. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к сегодняшнему вечеру и за прекрасный вечер, что добрались до Оксфорда. Вы сегодня упомянули, что народы в целом скорее похожи, чем не похожи. Как вам кажется, если одна из функций искусства — это рефлексия, то если в русскоязычном или в русском искусстве перекос в сторону анализа того, почему у нас не получилось, а не анализа того, почему у других получилось?
Ну, например, там, не знаю, согласны ли вы с тем, что произведение Айн Рэнд, скажем, популярное или не популярное, это такой one-trick pony про конкуренцию социальную. И если вы согласны с тем, что популярно, то как бы почему, как вы думаете, это не возымело какого-то эффекта? Какое произведение? Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Ну, может быть, есть разные другие произведения в массовой культуре, например, там, не знаю, «Игра престолов», да, которая в целом про вот эту динамику мотиваций и про иллюстрацию какого-то очень общего принципа, на котором разные другие общества построены. Вот как вам кажется, у нас в этом смысле мы как-то склонны порассуждать на тему того, как общество нужно обустроить, чтобы справедливость, социальная механика работала? Или это скорее все время такая болезненная рефлексия, которая в какой-то замкнутый цикл попадает со временем? Спасибо. Скорее второе, чем первое, если не считать, что делать Чернышевского, но это больше философское, я считаю, произведение, чем художественная литература. Хотя и то, и другое. Понимаете, в чем дело? Русский человек, в широком смысле слова, опять же, он страдает всегда от нехватки субъектности. Америку в этом не упрекнуть. Америка состоит из раздутых эго. А у нас сплошные, все наши герои лишние люди. Они все не пригодились. И сейчас то же самое. Эти таланты, которые не пригодились, в советское время были, в досоветское время были, и сейчас опять то же самое. Все 90-е были об этом, и сейчас при Путине то же самое. И опять куча людей талантливых, я знаю, которые там 10 лет вот в кино взяли, ни одного сценария не написали, ни одного фильма не сняли. Почему? Да как-то вот, ну потому что продаваться не хочется, а на искреннее никто не даст денег, ресурсов, это невозможно, да и сложно, да и не хочется идти против течения и прочее. В общем, дело не в народе. Вообще народ тут ни при чем. Дело в том, как устроено российское государство. Оно либо репрессивное, либо анархическое. Ну, анархическое в короткие периоды. Суперсмуты, да, там, как там перестройка и 90-е, или вот там НЭП, гражданская война вокруг этого. То есть, или борьба за выживание такая звериная, даже более звериная, чем у Айн Рэнд. Или просто система, которая заставляет тебя делать то, что ты не хочешь, и не дает тебе делать, что ты хочешь. А в русском кино, которое очень во многом имитировало голливудское, нету истории успеха. Весь Голливуд из этого состоит. У нас, может так трактовать «Москва слезам не верит». Ну, тоже женщина должна добиться успеха, но потом главное мужика найти хорошего, который тоже вот такой успех. Понимаете? Это наша жизнь. Это как спрашивают, почему там другие народы, не знаю, бунтуют против своих правителей, а русские, вот они подчиняются. Ну, так не потому, что мы генетические рабы, как говорят всякие люди глупые, а потому что в одном государстве есть возможность изменить общество при помощи выборов, а в России нет такой возможности. И никто не верит в это. Ни один человек, даже очень интеллектуально, не верит, что участие его или ее в выборах может что-то изменить в стране. А в Америке любой служка с какой-то заправки уверен, если я не пойду не проголосую за губернатора, будет не тот, который нужно. Это другая субъектность. Вот. Можно ли как-то это изменить при помощи искусства? Нет. Я считаю. Мне кажется, общество должно измениться. Государство должно измениться. Российское государство надо каким-то образом демонтировать, собрать заново. Но это не моя работа точно. Не знаю, кто и как это будет делать. Будет ли это через какую-то чудовищную травму. Если вы спросите меня, случится ли это когда-нибудь, или это вечное проклятие, я уверен, что это случится. И вообще нет сомнений. На самом деле, посмотрите на Россию там 3-летней, 4-летней давности. Это другая была Россия, чем сейчас. Ее насильственно изменили к нынешнему. Этот откат произошел очень сильно, но произошел насильственно. На самом деле, мы были близки там, к отмене визового въезда в Европу и прочее. То есть еще бы 10 таких лет, и произошла бы диффузия. И ее невозможно было бы уже отменить. Но она так и не произошла. Спасибо, я буду последний вопрос задавать. Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что кинематограф постепенно откладывает все меньше и меньше отпечаток на культурный код? Если судить по роли кино
в языке или фольклоре советские люди между собой общались с цитатами из Гайдая, из Рязанова, а фольклор в диапазоне от Чапаева до Штирлица. Всем нам известны эти анекдоты. По моим ощущениям, последний персонаж, который разошелся по цитатам, это персонаж Балабанова. Мне кажется, не кажется, что, скажем, Гоцман стал... Значит, мы не говорим языком Гоцмана, более-менее. Да, Беккисер. Короче говоря, не кажется ли вам, что влияние кино на нашу культуру постепенно снижается? Да, снижается. Но в России не то, что это глобальное мировое явление. Просто разные культуры переживают разные какие-то вот волны. Вот в Германии было две очень сильные волны немецкого кино. Сейчас немецкое кино не на подъеме. Условно говоря, в Японии были такие периоды. Сейчас на подъеме скорее аниме, чем игровое кино, например. Вот. И оно влияет тоже на весь мир. А там 30 лет назад не влияло, хотя существовала эта культура, но она была только внутри Японии. Вот. Нет, я сейчас был на дне рождения у Чупан, который тоже в Риге, с которым мы дружим. И там дети, молодое поколение, они все танцевали и пели песню «Ласкового мая» из «Слова пацана». Они все знают все эти слова наизусть. Это песня времен тех, когда мне было 14 лет. Вот. Это из кино пришло, не откуда-то. Это не потому, что «Ласковый май», там, может, он вернулся в чарты, я не знаю, но они не из радио это взяли. Они все посмотрели этот сериал. Но просто сейчас очень трудно придумать кино последние эти 4 года, кино как некую общую скрепу, потому что кино вообще еле-еле дышит в России из-за дикой зацензурированности, отмены всего. То есть сейчас самый вообще худший период. Это как период малокартинья. Да, мы говорили цитатами из Чапаева, но есть вот период, там, 4-5 лет в России, когда ни один фильм не был снят, который как-то кого-нибудь сплотил. Просто эти фильмы никому по-настоящему не были нужны. Люди механически ходили их смотреть, потому что развлечений было мало, но следа не оставило никакого. Сейчас просто такой период, сейчас такой момент. Вот. На самом деле фильмы, которые очень сильно, и сериалы, которые очень сильно влияли на сознание, несомненно, были. Вот. С Советским Союзом сравнивать это некорректно. Потому что в Советском Союзе была изолированная ситуация, был железный занавес. Кроме советского кино никакого другого практически и не было. И поэтому были гипертрофированные цитирования и уход фольклора в анекдоты тех нескольких фильмов, которые бесконечно повторяли, показывали, и которые стали народными любимцами. Среди них были прекрасные фильмы, там вроде, не знаю, комедии Гайдая или Рязанова, были ужасные или вообще такие никакие фильмы, но которые тоже вот получили это вирусное распространение. Вот. Сейчас Россия, как бы это ни неприятно было признавать Путину или кому-то там еще, находится все равно в части мировой культуры. И, там, «Мстители» или там «Железный человек» не устроено так, чтобы это цитировали. Но на самом деле люди живут, в особенности молодежь, живет, смотря эти фильмы, живя этими фильмами или сериалами. Вот мой 15-летний сын, в Риге сейчас учащийся, он своими одноклассниками разговаривает цитатами из сериала «Во все тяжкие». Это кино просто вот на новом таком этапе вот так влияющее. Можно ли сказать, что «Во все тяжкие» менее влиятельно, чем «Когда-то 17 мгновений весны»? Я думаю, что нет. Может быть, даже и более. И уж точно более глобально. Вот. Другой тип влияния, другой тип поведения. Многие вещи меняются. Кино никуда не уходит. По моим наблюдениям, оно очень важно для людей. Но трансформируется и само кино, и способ его влияния трансформируется. Вот я сегодня читал номинации на Грэмми. Я помню, я знаю, как люди, которые вместе со мной в 90-е годы слушали ту же музыку, что и я, как они сейчас убиваются и говорят, что закончилась музыка, нет больше музыки. Потому что они не хотят слушать то, что слушают сейчас. Не хотят слушать ни Тейлор Свифт, ни Кендрика Ламара. Это их право. Но музыка не умерла, она просто мутировала немножко в другую сторону, в другое направление. И продолжает влиять на миллионы, даже в еще большей степени из-за стримингов, из-за того, что у каждого там в телефоне закачан там Apple Music или что-нибудь еще, или там Spotify. Вот, это иначе стало работать. Вот, и мне кажется, что кино продолжает оставаться очень-очень важным, может быть, самым важным и массовым из всех искусств, все равно в среднем по всему миру.
Вот. А для России нет, но это потому, что начиная, на самом деле, с 2014 года, это довольно длинный уже промежуток, цензура все больше сжирает возможность кино на русском языке, возможность свободного кино на русском языке. И возникают, ну, вот такие вот заменители, искусственные сахарозаменители вроде Аноры, для того, чтобы о нас вот на чужом языке с акцентом попробовать тоже что-то сказать. И это, в принципе, тоже работает, хотя в России Анора по-настоящему популярна не стала. Но сейчас по-настоящему популярна только Чебурашка. Это тоже... Вы знаете, Чебурашка — самый популярный российский фильм, снятый после СССР. Самый. 22 миллиона человек купили билеты добровольно, заметьте. Фильм ужасный при этом. Вот. Но когда мы говорим про советское там кино, как все его любили, помнили, знали наизусть, я всегда задаю этот, ну, как бы простой, на самом деле, вопрос. Я столько раз уже задавал, что, наверное, все уже должны были выучить ответ, но не все его знают. В советское время, когда казалось, что кино — это главная скрепа, знаете ли вы, какой был самый успешный фильм советского проката за всю историю советского проката? Не веселые, ребята. Не «Бриллиантовая рука». Нет. Мультиков в прокате почти не было. В прокат же выходит полный метр, а полнометражных мультфильмов было 2-3. Не «Любовь и голуби». Так вот, самым популярным фильмом советского проката за все времена была мексиканская мелодрама «Есения». Ее в Мексике ни один человек не знает. Это абсолютно тривиальный, никакущий мелодраматический фильм. Почему? Да не потому, что влияние мексиканской культуры было очень сильное. Просто показали что-то несоветское. Это как пытаются всерьез исследовать, почему там рабыня Изаура. Ну вот показали какой-то другой мир. Господи. Что случилось это? Подслушивающее устройство от ужаса упало. Спасибо. Давайте поблагодарим Антона. Рубрика «Симпатия». Симпатия — это термин из стоической философии и физики, который обозначает взаимосвязанность всех явлений мира, и рубрика эта посвящена отношениям между людьми, в первую очередь. Первый вопрос. Как вы понимаете отношения? Отношения — это коммуникация. Разные формы коммуникации, не обязательно вербальной. Как вы различаете, где дружба, где любовь, а где просто увлечение? Для меня не существует такой категории, как просто увлечение. Точнее говоря, это можно как-то переформулировать. Дружба и любовь отличаются очень сильно. Тебя привлекает человек, он может привлекать тебя сексуально или нет. Огромное количество людей привлекают каждого из нас по 1000 причин. Нам может быть приятен тембр их голоса, нам могут быть близки их мысли, нам может быть интересно то, как эти люди пишут, или их походка, или их улыбка, все что угодно может быть привлекательным или интересным. Вот, но это не имеет отношения или не имеет прямого отношения к сексуальному интересу. Сексуальный интерес — это когда человека хочется сделать своим партнером по постели, и, возможно, по жизни вообще. Это уже зависит от глубины этих чувств. И любовь обязательно связана с сексуальностью, я понимаю это так. Ну, конечно, бывает дружеская любовь, братско-сестринская любовь. Мы употребляем то же самое слово, но во многих языках даже это слово на самом деле другое, потому что это не совсем то же самое чувство. Увлечение, наверное, если пытаться к этой категории возвращаться, это просто первый этап дружбы или любви, когда ты еще ничего не знаешь о человеке, но он тебе интересен, и тебе хочется узнать о нем больше. Какие отношения в вашей жизни стали для вас самыми важными? Я думаю, что самые важные отношения в моей жизни с моей женой. Вряд ли здесь есть какой-то сюрприз или что-то странное. Кроме того, если не считать отношения с родными, с братьями и сестрами, родителями, ну, собственно говоря, это самые продолжительные отношения в моей жизни. Вот сейчас, когда мы разговариваем, мы готовимся отметить 35 лет знакомства. Это довольно много. Какие отношения вас изменили? Я думаю, что нас меняют любые отношения, если это не просто увлечение, а именно отношения. Не бывает
отношений, даже дружеских, даже рабочих, без какого-то изменения. Как я сказал, отношения — это коммуникация. Коммуникация — это обмен. Это обмен информацией, это обмен тем, что мы выдаем для себя за информацию, что является на самом деле информацией эмоциональной, это обмен чувствами. Ну, обмен — это значит, что что-то отдаешь, а что-то принимаешь. Значит, что твой химический состав как-то меняется. Вот, и получается, что отношения, из которых ты выходишь тем же человеком, которым ты был до того, их не бывает. Или это не отношения. Если вы чувствуете, что в отношениях с близким вам человеком назревает разрыв или похолодание, делаете ли вы что-то для восстановления связи? Если да, то что именно? В моем случае я отдаю себе отчет в том, что у всех людей это устроено по-разному. Не бывает таких проблем, ну, у меня их не было никогда в жизни. У меня отношения разрываются только в случае какого-то, как правило, мировоззренческого, очень сильного расхождения, очень сильного, острого, драматичного, которое ты не можешь никак преодолеть. Ну, то есть что-то, что для тебя абсолютно неприемлемо, оказывается важной частью жизни другого человека, который тот не желает вычеркивать. Или наоборот происходит, да, что-то, что важно для тебя, для этого человека совершенно неприемлемо, а для тебя это важно, и ты этим поступиться не готов. Тогда отношения разрушаются, можно сказать, за счет внешних обстоятельств, можно сказать, за счет внутренних принципов или установок. В остальных случаях у меня есть очень много знакомых и друзей, с которыми я иногда не общаюсь по 3 года, по 5 лет. Очень долго. И это вообще не мешает мне восстанавливать эти отношения. У меня только больше появляется поводов при встрече следующей с этими людьми обменяться новостями, рассказать, что в твоей жизни происходит. Мне доводилось так встречаться с одноклассниками, с которыми я не виделся там 25 или 30 лет. И я бы сказал, что после получаса разговора отношения размораживаются и снова в той же фазе, в которой они были тогда. Или они как-то меняются, потому что отношения меняют тебя, и они меняются сами по себе тоже. Но чтобы отношения переставали быть отношениями просто из-за перерыва в общении, каким бы длинным он ни был, такого у меня не бывало. Что сложнее для вас в отношениях: сохранять свободу или верность? Я не согласен с этим как с ну, неким противопоставлением. Мне кажется, что верность имеет смысл только в том случае, если это осознанный выбор, если это твое решение, а не что-то навязанное. А если это твое решение, оно не нарушает твоей свободы. Нарушение свободы — это когда ты заставляешь себя хранить верность тому, кому ты хранить верность не хочешь. Но если ты не хочешь этому кому-то хранить верность, да, следовательно, почему ты должен это делать? Ну, то есть бывают разные, наверное, ситуации, я могу умозрительно себе представить, когда происходит, например, если говорить об отношениях любовных или супружеских, происходит измена, и ее стараются сохранить в тайне для того, чтобы не разрушать отношений, и тогда получается, что твоя свобода — это изменить, а твоя верность — это некая иллюзия, которую ты поддерживаешь, ты все равно совершаешь этот выбор. Но я тот счастливый человек, у которого не было вот этого или-или в жизни никогда. И последний вопрос блица. Если бы вы могли описать отношения одним словом, суть отношений, что это было бы за слово? Ну, суть отношений — это близость. Вот и все. Просто близость — это еще более абстрактное и многозначное слово, чем отношения. Но на самом деле, почему мы вступаем с кем-то в отношения, если они не навязаны, если это не брак по расчету? Потому что мы ощутили с кем-то в чем-то совпадение. Это и есть близость. Это всегда чудо. Все люди очень разные. Ты идешь по улице, идет навстречу человек, у него все другое. Другие глаза, другой нос, другой возраст, другой ДНК, все другое. Абсолютно ничего тебя с ним не объединяет. И вот, допустим, ты вступаешь в какую-то коммуникацию, начало уже отношений. И все у вас разное. Этот человек любит футбол, а ты не любишь спорт. Этот человек слушает Мадонну, а ты слушаешь Оазис, ну и так далее. Вы не совпадаете. И вдруг раз в чем-то вы совпали. Вам обоим нравится, не знаю, свиная рулька с светлым пивом. Именно со светлым. И это всегда такая радость. Любой человек знает это счастье. Счастье совпадения. Это близость. Это и есть близость. Вдруг вы где-то сблизились. Как будто бы странные какие-то вот такие вот два элемента химических, абсолютно разных. И ты их крутишь, и вдруг в чем-то раз они примагничиваются друг к другу.
И вот они сближаются, вот буквально физически. Такое происходит и с людьми. И обычно отношения углубляются и становятся стабильными, если количество этих точек сближения увеличивается. И наоборот, если оно уменьшается, отношения истаивают и сходят на нет. Бывает такое. Это была рубрика «Симпатия» в исполнении Антона Долина. Финальный вопрос, традиционный для нашего канала. В Оксфорде долгое время жил и работал замечательный поэт, один из так называемых оксфордских мальчиков, Уинстон Хью Оден, который в 1939 году написал известное стихотворение «Памяти Йейтса». И в этом стихотворении есть печально знаменитые строки «Poetry makes nothing happen». В переводе Льва Лосева «Поэзия ничего не причиняет». Вопрос к вам. Does cinematography make anything happen? Несомненно, то же самое касается и поэзии. Искусство — это всегда письмо в бутылке. И по законам сюжетосложения кто-нибудь выловит бутылку и прочитает письмо. По этому же закону тот, кто написал письмо и бросит бутылку, с высокой вероятностью не узнает, кто ее выловит, и морская вода размоет чернила отчасти, и послание вряд ли будет прочитано целиком. Но я верю в то, что оно обязательно дойдет до неведомого адресата. Мучительность в том, что адресат неведом. Но интрига, которая позволяет нам продолжать этим заниматься, в том же самом. Это был Антон Долин. Спасибо. Спасибо. А что это день?